Всем привет! Сегодня мы разберем поэтапную технику входа в позицию, которая в некотором смысле задействует усреднение позиции и пирамидинг, но при этом не увеличивает риски, которые, как правило, связывают с усреднением. Итак, что такое усреднение? Усреднение – это, как правило, усиление убыточной позиции. Допустим, мы покупаем где-то вот тут, цена движется против нас, мы снова покупаем, цена продолжает двигаться против нас, мы вновь покупаем и вновь покупаем. Теоретически, если сейчас произойдет разворот цены, то у нас все будет хорошо, и мы даже заработаем больше, чем по нашей единичной позиции. Но практически может произойти простейшая банальная ситуация, когда цена уходит слишком глубоко вниз, и нас просто вынесет по маржин-колу, по стоп-ауту, либо мы получим все равно такой огромный убыток, который являлся неадекватным риском для вот этой всей затеи. Это усреднение. В свою очередь, что такое пирамидинг? Пирамидинг – это, наоборот, усиление прибыльной позиции, когда мы наращиваем позицию по мере продвижения цены в нашу сторону. Допустим, мы на том же самом месте не купили, а продали. Цена движется в нашу сторону, подтверждает нашу точку зрения, мы еще продаем. И еще продаем по мере движения цены в нашу сторону вниз. И еще продаем. Все прекрасно и хорошо. И опять же, мы заработали больше, если сравнивать с единичной позицией, с единичным входом. И в той, и в другой тактике есть рациональное зерно. Давайте попробуем их объединить с целью вывести алгоритм, который поможет нам, если мы неправы, оказаться неправыми по совсем небольшой позиции, а в случае, если мы правы, то оказаться правыми по позиции такого нормального размера и тем самым несколько оптимизировать наши прибыли и убытки, независимо от того, какую стратегию вы применяете. Мы разберем технику, которая называется работа с зоной, либо же разделение риска. Я ее узнал от Тома Данте, переводы вебинаров которого у нас есть на форуме в огромном количестве. Ссылку добавлю под видео. Итак, каков алгоритм? Алгоритм очень простой. Первое. Находим сигнал по стратегии. Допустим, вы решили, что вот этот доджи на уровне вполне подходит для того, чтобы открыть покупки. Далее входим 1/3 или 1/5 или 1/4 от той позиции, которой мы обычно торгуем. То есть, если вы торгуете обычно лотом 0,3, то входите лотом 0,1, например. Соответственно, у вас остаются еще два входа, которые вы можете использовать как по мере продвижения цены в нашу сторону, так и при движении цены против нас, даже если она чуть ниже уйдет нашего первоначального сигнала. Но единственное условие, что добавляемся к позиции на новых сигналах в том же направлении, то есть покупки, в случае, если появляется новый сигнал по нашей стратегии, который мы бы в любом случае взяли. Вот в данном случае, если сейчас свечка к концу часа нарисует что-то более-менее похожее на модель поглощения с небольшим заходом за уровень, то эту конструкцию мы можем взять как сигнал по нашей стратегии и открыть дополнительную позицию. И при этом у нас еще остается один патрон, так как мы входили, в данном примере 1/3 несколько раз. Соответственно, если сейчас цена пойдет, допустим, наверх, нарисует какой-то внутренний бар, допустим, на более высоком уровне, мы опять же можем докупиться. И это будет уже пирамидинг, так как мы наращиваем прибыльную позицию. Но также цена может пойти и вниз и нарисовать какой-нибудь пин-бар мощный. Если мы закупимся, то вполне возможно, что наша точка входа окажется даже чуть ниже первоначальной точки входа по доджи, где-нибудь вот тут, может быть, на откате мы захотим купить. Тогда это можно назвать и усреднением в какой-то степени, так как мы, по идее, усиливаем убыточную позицию. Но по факту мы разделяем риск, не входим сразу всей позицией, мы не увеличиваем нашу позицию,
позицию, как если бы мы рисковали в одной сделке 3% от депозита, допустим. Также мы рискуем теми же самыми 3%, но разделяем их на 3 отдельных ордера. Или на 5, если хотите. Или на 4, как вам удобнее. Но риск мы, по сути, не увеличиваем. Мы его разделяем. Если бы цена сразу пошла против нашей позиции, то мы бы потеряли только 1/3 от того, что бы мы потеряли, войди мы сразу всей позиции. А таким образом, усредняя цену, доливаясь по мере движения цены в нашу сторону, мы получаем усредненный вход, немного оптимизируем прибыль и риски, и, что самое главное, психологически так намного комфортнее, так как банально первоначальный лот в каждой сделке меньше. Тактика применима, в принципе, к любой стратегии, просто мы открываем дополнительные позиции на новых сигналах. Допустим, используете вы FIBA, да, соответственно, цена может развернуться как на 23,6, как на 38,2, так и на 50. Соответственно, вы можете разделить вашу позицию на 3 части и открываться по 1/3 на каждом из уровней, где вы ожидаете, при условии, что весь стоп, допустим, у вас на уровне 61,8. Был бы в любом случае, даже если бы вы вошли полной позицией изначально, на 23,6, допустим. Да, в некоторых случаях, если цена прямо стрелой двинется в вашу сторону, вы заработаете меньше. Но вспомните, как часто такое происходит. Я думаю, чаще вы входите и начинается какая-то чехарда, на которой вы, соответственно, можете оптимизировать свой вход, или хотя бы уменьшить убытки. Также техника может быть полезна, когда вы находите основной сетап на дневных графиках. Вот по иене мы нашли сетап на покупку. Но тут свечи довольно крупные, и цена может сходить еще довольно-таки сильно вниз, а может и не сходить. Вполне может иметь смысл, если вы располагаете такой возможностью, разделить позицию и войти несколько раз при сигналах по вашей стратегии на графике часовом. И таким образом войти не по этой цене, а вот, допустим, первоначальная наша позиция, мы вошли 1/3. Мы уже улучшили нашу точку входа, так как просто по дневному графику мы бы вошли примерно вот тут. А мы уже получили более выгодную цену входа. А далее у нас остаются еще 2 попытки. Мы поглядываем в течение дня на график и, соответственно, войдем еще 2 раза. Может быть, нам удастся сделать это еще ниже цены, может быть, чуть выше, но тем не менее, мы оптимизируем таким образом наш риск. Также на каких-то более зигзагообразных парах вроде евро-иены, где много уровней может быть рядом и не совсем понятно, какой из них более главный, то можно просто банально разделить вход и войти и там, и там. Как говорится, рыбку съесть и войти несколько раз. Причем не обязательно позиции могут быть равного размера. Вы можете в первый раз войти, допустим, 1/3, а на том уровне, который уже, по вашему мнению, так сказать, последний рубеж, войти 2/3. Либо же наоборот. Но самое главное, никогда не выходите за пределы первоначального риска, который вы бы использовали, торгуя по вашей стратегии одной позиции. Наша задача риск не уменьшить, а разделить. Конечно же, можно пойти еще дальше и торговать без стопов, наращивая таким образом позицию, но это совсем другая история. Ну что ж, надеюсь, данное видео было вам полезным. В нем мы попытались соединить техники усреднения и пирамидинга в одну практичную тактику разделения риска при входе. С вами был Павел, специально для сайта telap.com. Всем пока.